Оце надо было так взбодрить меня с самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардиол. У меня есть одна идея, как раз здесь есть шаман пятерочка. Хотя вряд ли она получится, конечно. Ну, короче, я давно об этой идее говорил. Я хочу сделать 12 уровень через людей и попробовать собрать 6 шаманов, 6 магов. Ну, может быть, получится и 5 драконов сверху сделать. Хотя это навряд ли. Ну, в общем, короче, я буду стартовать через рыцарей. Ну, по крайней мере, мне так хочется. Потому что, по идее, через рыцарей самое легкое стартануть, чтобы получить 12 уровень. Я, конечно, в этом не совсем уверен. Да, ну и тут плюс еще одного шамана не хватает. Не знаю, короче, посмотрим. Я не буду загадывать на... Боже, что я сделал? Какой дурак! Боже, я просто кусок плохого человека. Ой, кто понял, что я сделал, напишет в комментариях. А пока что, я скажу, что я сделал не так. Я только что взял, просто, ну, по инерции, не знаю, я так хотел Луну в двойку со старта, что я просто по инерции взял и улучшил ее. Но мне нужно было купить вот этого вот гоблина. Сначала купить этого гоблина, а потом уже апнуть Луну в двойку. Она потерпела до 3-го раунда. Но нет, я сейчас просто один халявный ролл взял и прокекал. Спасибо, спасибо. Фух, вот что называется спешить. Ребята, не спешите никогда. Вот делайте все обдуманно. Только в критические моменты спешите. Ну так делать не надо, вот как я сделал сейчас. Это грубейшая ошибка. Просто, Зато там челу гоблин в двойку сразу пришел. Отлично. Ну, дурачок, просто дурачок. Как еще это назвать? В общем, идею я вам свою озвучил. Я хочу попробовать сделать 12 уровень. А вообще, знаете, мне бы хотелось еще по-другому немного сыграть. Я бы хотел сделать 12 уровень через 6 рыц. А неплохо мне так пришло. И есть эти, и то. У меня есть еще и гномья брошка даже пришла. Но я не хочу играть через охотников. Но не хочется мне играть через охотников. Я хочу попробовать что-то другое. Что-то такое интересное. Но необычное, по крайней мере. Так. В общем, я сейчас озвучу свои варианты, а там посмотрим. Тут, кстати, есть Свен. Тут есть, кстати, Свен. Как же поступить? Короче, смотрите, либо же я делаю 6 рыцарей, 6 троллей через духа пятерку, либо же керю Луну в это время. То есть получится тоже неплохо. Ну, по крайней мере, я так думаю, что будет неплохо. Через 6 рыцарей, 6 троллей и керю Луна. Это должно быть прикольно. Либо же я духа пятерка сделаю, то есть дух жрец который. Одно из двух. Ну, посмотрим. Я не уверен в этом, поэтому посмотрим. То есть, если будет хорошо, то я все сделаю как надо. Если же будет не очень, то, соответственно, сделаю все не как надо. По крайней мере, пока что рыцари со старта меня не обижают. Рыцари со старта меня не обижают. Даже тролли приходят неплохо. Ну, ладно. Это уже такое. Ребят, я уже спрашивал 10 раз по поводу микрофона, но все же. Я последний раз спрошу на этом ролике. Ну, конечно, чуваку Джаггер в двойку пришел со старта, а мне пришло, ну, когда я хочу играть через Джаггера богов орков, мне приходит, а иди ты в баню, короче, слышишь? Вот это вот ты мне настроение портишь своим Джаггером в двойку. Хорошо, что гоблин этот прыгнул ко мне, потому что смотрите, что мне сейчас делает Луна. Она его бьет, а у ей атака не работает. Ну ладно, Джаггер в двойку ему не помог, но чисто из-за того... Боже... Ой. Ребята, все, это у меня мозг поплыл со старта. Игра, значит, будет довольно-таки не очень позитивная, скорее всего, для меня. Ой, мне бы еще хотелось вам показать фуловых эльфов, но я скажу так, я фуловыми эльфами недоволен от слова совсем. Вот недоволен и все. Эти фуловые эльфы, они на самом деле меня, ну, бесят так довольно-таки хорошо. Почему? Объясню. Они сделали невидимость на 0,5 секунд эльфу. Этот баф, ну, извините меня, ну, это, ну, я буду сейчас груб, но это какой-то черкаш, если честно. Вот по-другому это не назвать. 0,5 секунд невидимости. Ребята, засуньте себе эти 0,5 секунд невидимости. Короче, я уже бомбил на этот патч, я не буду даже бомбить сейчас. Просто играем, как играем, и все. Хотя, на самом деле, я так хочу вам свои эмоции передать.
Неплохо. Кстати, ребят, забыл сказать. Я играю в старом патче, потому что, ну, ладно, этот ролик выйдет несколько дней наперед. Короче, я еще играю. Этот ролик будет со старого патча, там, где еще не дебафнули мою эту нежить, поэтому посмотрим, что из этого выйдет. И все. Я должен вас предупредить, чтобы, скажем так, у вас не было какого-то искажения информации, которую я буду предоставлять в этой каточке. Поэтому как-то так. У меня просто выдалось свободное время, и я решил пару роликов наперед заснять. Поэтому как минимум 2 еще видоса будет со старого патча. Поэтому без обид предупреждаю вас. Ага, тут боги-орки. Ну вот, боги-орки сейчас здесь собираются. Окей. Боги-орки еще как-то, ну, не особо покажут. Вот насколько решает Луна со старта? Обратите свое внимание, насколько сильно Луна со старта в двойку решает. С хорошими предметами. Дай бог, что мне сейчас упадет еще маска второго тира, которая Сайленс навешивает на себя. Короче, дает отхил, скорость атаки и Сайленс на того персонажа, на которого эта маска одета. Или надета. Одета. Одеть, надеть. Короче, как там правильно, напишите в комментарии. Надеть или одеть. По-моему, одета. Или надета. Надеть это что-то, одето это что. Короче, что-то мне из головы вообще вылетело, как правильно. В общем, от вас поправите меня. Как правильно, надето или одето? Вот. Ну, план пока поставлен. Давайте смотреть, что из этого выйдет. Про эльфов я уже сказал. Они меня бесят нереально, эти эльфы. Не знаю, я недоволен эльфами. Вот честное слово, они нерфанули их необоснованно. Потому что в каждой игре ты видишь охотников, и их нерфанули необоснованно. Ладно. Ну, неплохо, у меня винстрик со старта. Вот если бы у меня не было Луны в двойку, такого бы винстрика не было. Луна отлично керри со старта, плюс у меня довольно-таки неплохие шмотки. У меня есть Мьёльнир, у меня есть палка, и есть дебаф на минус урон. На минус армор. Это неплохо. Я, кстати, если что, могу продать тролля и выйти в 30 монет. Либо же я продам ЦК. То есть одного из двух я точно продам. Я, кстати, заменил сейчас ЦК, потому что в щит Абадона я намного больше верю, нежели в кого-то другого. Чел уже 4 рыцаря собрал. Слышишь ты, как ты это сделал? То есть у меня винстрик, у меня рыцари идут, а ну, ты... Как... Можно мне? Я тоже хочу, я хочу себе 4 рыцаря поставить. Я хочу себе хоть раз собрать 6 рыцарей. Ранних 6 рыцарей нужных. То есть мне нужен Омник, мне нужен ТК, мне нужен кто там еще третий? Легион. То есть вот эти 3 рыцаря мне нужны со старта. Они мне нужны чисто из-за того, что дают книжки. Мне будет просто легче стартовать из этого. Неужели рандом не может мне сейчас помочь? Алло. Рандом, давай. Пора уже, знаешь, ну пора. Давай за все мои страдания, отблагодари меня, пожалуйста. Отблагодари меня за все страдания. Придите мне нужные фигуры сейчас. Надеюсь, конечно, все будет приходить как надо. О, легионка там. Короче, когда я не хочу запланированный такой билд, знаете, интересный, через 12 уровень, все дела, то мне приходит то, что мне надо. Мне приходит Омник, Лего ранее, ДК ранее, да, там на 5-м, на 6-м раунде мне все это приходит. А вот когда я хочу целенаправленно сыграть, то вот такой болтяра тебе, Санечек, на все лицо. Вот такой вот тебе болтяра на все лицо. Чтоб тебе мало не казалось. В самом деле, я даже удивлен, что мне Бэтрайдер еще до сих пор не пришел. Может, Трентуху, кстати, я возьму. Трентуха сильный перс. Или Кунфу взять. В целом, если взять 6... Хочу ли я талисман? Это неплохой предмет. Объективно, это неплохой предмет. Я, кстати, панду поставлю. Мало ли мне там снисхождение придет и что-то хорошее придет. Не, я, наверное... Или взять. Я, наверное, возьму. Я возьму этот предмет из-за того, что, во-первых, он отражает 50% чистого урона. Это круто. Я, кстати, хочу еще одну палку найти. А, понял, палка-выручалка. Ну, спасибо, хоть с рандомсом. Ладно. Ладно. Окей. Допустим. Допустим.
Короче, как-то так сделаю расстановку, потому что только что МК мне так палкой хорошенько по лицу настучала, что мне аж дурно стало. Обалдеть. Хоть тролль придет в двоечку. Хочу тролля в двоечку. Неплохо он, короче, только что, если бы не эта палка, я бы смог выиграть еще его. А так, вот эта палка нормально так зарешала у него, вот смотрите. Так вот, к чему я взял талисман счетчик? Во-первых, здесь есть Свен. И я думаю, все прекрасно понимают, что если талисман счетчик у меня не будет, то он меня может ваншотать. Хотя на самом деле, знаете, у меня третья идея родилась только что вот в мыслях. Давайте я договорю. На самом деле сейчас Свена довольно-таки сильно нерфанули, а точнее даже не Свена, а Ведьмаков. И я очень этому рад. Теперь не будет вот этих вот рандомных ваншотов и тому подобное. Поэтому будет все довольно-таки хорошо. Ты трента, иди отсюда, ты мне не нужен. Возьму немножко из инкама, выйду, конечно, но потеряю чуть-чуть там денег. Ну, если проиграю, конечно, раунд. Хотя у меня стол довольно-таки сейчас сильный, вряд ли я какой-то раунд проиграю. Не факт, короче, не факт, что проиграю, но в целом окей, ладно. Кстати, ребята, у меня, если что, могут быть какие-то фоновые шумы, потому что микрофон у меня почему-то улавливает абсолютно все, несмотря на то, что у меня стоит шумодав. А у меня не стримерская комната. Стримерскую комнату когда-нибудь я в жизни построю, тогда будет контент еще лучше, потому что я смогу... Много чего я смогу. А так, приходится ограничиться тем, что имею. Когда-нибудь. А чё ты... А как... А... Что? А как ты меня так сильно только что разорвал на части? Алло, молодой. Каким образом это произошло? Я сейчас не понял. Как он мне так чердак оторвал? Обалдеть. Сказать, что я удивлен, это все равно, что ничего не сказать. Ладно, окей, опустим этот момент. В общем, я взял талисман счетчика против Свена. Но так как в этом патче Ведьмаков довольно-таки сильно нерфанули, то через Свена уже не так опасно играть. Точнее, ты Свена не так сильно опасаешься, и этот талисман счетчика иногда может тебя не спасти. Но в целом все равно может спасти, потому что у Свена как минимум косарь урона с руки будет под его способностям. Как-то так. Возможно, кстати, вот я про четвертую идею, спасибо за усиление, конечно, за четвертую идею, которую я хочу вам сказать, скорее всего у меня получится собрать драконов плюс Свена через Ведьмаков. И как раз мы посмотрим, насколько это мощно будет. Я не уверен, что это прям мощно-мощно будет, но хотя бы я вам покажу, насколько Свена резанули в этом патче. То есть, если получится, естественно. Потому что я сейчас загадываю наперед. Обычно, когда я загадываю, вот знаете, если я скажу, что случится, то этого не случится. Вот такая есть могуческая фраза с Мстителей. Так что я буду одним из них и скажу вам, если я скажу, что случится, то этого не случится. Поэтому вот, ребят. Не буду об этом говорить, что будет приходить, от того и толкнусь. Будет, соответственно, приходить, замечательно соберу. Не будет, ну ладно, что ж. Как-то так. Слышишь ты, Денис, объясни мне, пожалуйста, у меня стоит такой стол давным-давно, мне такого не пришло. А у тебя уже тролль в двойку и луна в двойку. У меня ЦК только в двойку. Можно мне тролль в двойку? Потому что я ЦК не настолько люблю, как вот тролля. Потому что если я найду манту, я либо в луну ее закину, либо уже в тролля. На самом деле в тролля даже будет эффективнее, потому что каждая его иллюзия будет юзать свою способность. А если он в двойку со старта будет, то там вообще разрыв кабинета будет. Нет, просто не... Ну, ладно, ок. Я это еще переживу. Не переживай. Я как-то еще переживу. Правда, на самом деле, Дима умник. Дима и Лего. Я жетон, кстати, возьму. Наверное. Или да. Или нет. Или да. Да, я, наверное, возьму жетон, потому что там есть рыцари, и под моя луна будет намного больше урона наносить моему противнику, нежели он мне. Там на 50% больше урона. Извините меня, это как минимум 60 урона. Конечно, это будет по рыцарям. Хотя там рыцари на всех будет действовать, поэтому, по сути, на всех будет это распространяться. Ну, получается, одного чувака я точно буду контрить. Но он для меня, на самом деле, и самый опасный. Ну, это плюс 25 урона, как-никак. Лишним не будет.
Так, только не... Понятно. Ясно, опять это палка. Ну, это палка, Тимур. Вот. Ладно, я сам дурак. Я уже, знаете, не выдержал и рольнул. Но мне что-то объективно не приходит то, что я хочу. У меня есть 4 рыцаря, но я бы не отказался от 4 троллей лучше со старта. Я кунку все-таки продал, потому что, ну, как-то, ну, такое. Вот. Честное слово, как-то такое. Не очень хочется мне кунка. Боже, на самом деле, вроде бы все хорошо, но настолько плохо. Ладно. По идее, если я 2 троллей получу, то я еще 4 тролля поставлю, и у меня луна будет нормально так накидывать. Вот, кстати, челик против меня на рыцарях. На. А что такое? А что такое, молодой? Винстрик сюда на базу? Красава. Так, 1 тролль есть. У меня 2, ну, мне не хватает еще одного тролля. Ну, я, короче, буду дальше брать уровень. Мне как можно быстрее нужно выйти в 9, на 9 уровне я, наверное, уже поролюсь, чтобы, ну, как-то выставить себе стол намного посильнее. Намного посильнее. Просто какой-то небольшой абсурд прям чувствуется. У меня нету до сих пор 2 троллей, у меня нету до сих пор Омника или... Алло, рандомчик, выкатывай мне все. Давай, быстренько, а то сейчас я скоро свое преимущество полностью нивелирую в ноль. Я думаю, что раунда после 20-го, да я думаю, даже уже я начну свое преимущество вниз уже опускать, потому что у меня не такой уж и сильный стол, чтобы прям чувствовать себя замечательно. Серьезно. Стол у меня не настолько сильный сейчас до сих пор. Боже, как я обожаю Луну. Ну, посмотрите, какая она мощная. 5000 урона. Как с куста. Чего? Что? Ничего себе. О, там 6 рыцарей. Хе. Ну, Зевс, конечно, это мощно. Оу, май. Зевс, это, конечно, хорошо. Зевс, это, конечно, что-то нечто. Блин, ну что тогда делать? Перестраиваться в магов драконов? Ну, тут есть рыцарь. Там есть фул зверь. Если зверь будет через суммона, то будет как-то так себе, не очень хорошо для меня. Что же сделать? Как правильно поступить? Может, шаманов попробовать через богов? То есть сделать шаманов боги 12 уровень. Ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту. Ну, у меня в любом случае 4 шамана получится. То есть, если бы у меня панда пришла, то да, но чтобы пришла панда, это нужно не знаю, что делать. Знаете, я вот раньше говорил о том, что вот когда 8 апаешь, тебе приходит то, что тебе не надо в твоем билде. Вот в данном случае я могу еще с Зевсом как-то поиграть. То есть перестроиться там, либо что-то еще, то я с Зевсом еще что-то смогу сделать. Но, если честно, Зевс мне не нужен. Вот упал бы мне Хускар, я бы уже мог поставить себе 6 троллей, у меня бы луна там так разгонялась. Там бы такой урон ауешный был, что просто диву даешься. Я больше в шоке с того, что мне не приходит то, что мне надо. О! А вот это имбалансная шмотка, вот это я возьму. Ребят, если вы играете через Луну, ни в коем случае, послушайте меня, ни в коем случае не скипайте взгляд Азеса. Это супер сильная шмотка. Во-первых, она всех массово дебафает, а в эру, когда у вас тренд имбалансный, то эта шмотка незаменима против него. Поэтому, ребят, взгляд Азеса мы берем по-любому. Я рекомендую вам. Не то, что я прям... Ладно, я настаиваю. Собирайте эту шмотку, потому что если вы ее собирать не будете, будет все очень плохо. Так вот, я настаиваю на том, чтобы вы взяли эту шмотку и играли, когда у вас луна. Потому что вы всех дебафаете на 50% скорости атаки и на 50% от хила. А извините меня, это много. Это не то, что мало, это катастрофически много. Я рекомендую вам это делать. Кстати, ману плюс 40 я возьму.
Я закину Зевса. Пусть Зевс у меня заранее кастует свою способность. Все-таки как-никак, но Зевс со старта будет неплохой персонаж такой. Он нормально так может дебаф, не говорю. Нормально так может наносить урона. Ну вот смотрите, какая у них скорость атаки. Боже, я обожаю эту шмотку. АМ? Оу май. Оу май. А знаете, что я сейчас только что придумал? А если сделать 6 рыцарей, 6 троллей и керри АМ? Это же будет невероятно сильный персонаж. Во-первых, я буду полностью защищен от физического. Ну как полностью? Ладно, на 50% я буду защищен от физ урона и на 50% от маг урона. Меня не смогут ни ваншотнуть и не смогут сильно пробить. Есть... Так реально можно попробовать так сделать, слышите? 6 рыцарей, 6 троллей и керри АМ. Я так не делал, но я думаю, это будет очень круто. Но, ну, кстати, надо попробовать. Либо же я сделаю так, а плюс у меня есть Свен, я смогу вдруг чего перестроиться в драконов, ведьмаков Свена. А, понял. Все ясно, не получится у меня сыграть на том, что я планировал. Все, тут нужны ведьмаки. Если я не соберу ведьмаков, вот этот чел с ником черт, он меня вынесет. Без единого шанса. Он мне жизни не даст. Поэтому мне надо по-любому здесь ведьмаки. А значит, это будут тролли-ведьмаки, либо же это будет драконы-ведьмаки. Одно из двух. Но так как я говорил, что я хочу вам показать ведьмачков, то, скорее всего, это будут ведьмаки и драконы. Ну, естественно. Естественно. Чел с кучей двоек... ладно. Это естественно просто. Это просто естественно, и все. Тут больше нечего добавить. Это естественно, вот как-то так. На самом деле, если мне надо играть... Если я буду играть через ведьмаков, то мне по-любому нужен гримтач. И мне по-любому понадобится... Леон. Без Леона и гримтача у меня ведьмаки будут послабее. Я напомню, вдруг кто... Ну, кстати, да, я продам, он как-то... Ну, маловато импакта от него было. Не ощутил. Так вот, по поводу ведьмаков. Ведьмаков же нерфанули. Вдруг кто не в курсе, кто не смотрел мой обзор, я вам говорю. Ведьмаков нерфанули в этом патче. Теперь ведьмаки дают всем чистый урон, но не считают всех демонами. И только истинные демоны дают вам бонус к урону. К чистому урону. То есть надбавочку вот эту вот эти вот 60% дают только за количество ваших демонов истинных. Так, ну тут все понятно, все, тут все понятно. Свенчик, все, ну, тут все, это драконы будут ведьмаки. Драконы-ведьмачки сюда подошли. Шо, молодые? Погнали? Сейчас будем делать контент. О, спасибо. Легионка ко мне пришла. Неужели? Бог ты мой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Спасибо, Легионочка, что ты ко мне пришла. Спасибо огромнейшее. Я рад невменяемо. Вот рад на 155%. Спасибо. Я наконец-то смогу поиграть через 6 рыцарей на 24-м раунде. Ай-яй-яй-яй-яй. Если что, я ною с сарказмом, ребят. Если что, с сарказмом. Это сарказм. А то многие могут мне сейчас написать в комментарии о том, что я слишком много ною. Я ною с сарказмом. На самом деле у меня ситуация вообще патовая. Объективно ситуация так себе. Вау! Ничего себе, смотрите, кто ко мне пришел. Я поставлю сейчас людей, чтобы получить книжечку. 39 хп, почти 10 уровень, но я скажу так. Ситуация отстой. Ситуация отстой. Есть, конечно, Свен, и я надеюсь, что он мне придет в двойку ранний. Если в двойку раннюю не придет, у меня будут огромные проблемы. Там есть чел, который играет через воинов. Он выносить сейчас будет всех подряд.
Ой, маска второго тира, хотел сказать, пятого тира пришла. Так, ну мне уже ты не нужна, Луна. Все, ты уже поздно приходишь, поэтому я от тебя отказываюсь. Все, я написал отказную от тебя. Не приходи ко мне даже, не пытайся. О. А можно Ведьмака еще одного? Я сразу Ведьмаков поставлю. Можно? Нет? Ну нет, так нет. Винтовка и хрустальный топор на самом деле мне не особо нужны, но так как я играю сейчас через Луну, мне надо эта винтовка. Еще мне нужен этот предмет, поэтому я сделаю как-то так. Надо расстановку немного еще поменять. Сейчас две палки засуну в Эма. Вот это душнило будет. Но мне шаманка не нужна. О, и бабка... Вы гляньте. Только я распродал сейчас своих нормальных рыцарей, только распродал троллей, мне приходят и рыцари, и все, что мне надо. Ты шо? Вот ты какие? Ну, ты глянь на них. Или и умник, и ДК. Ничего себе. Блин, а я не успею перестроиться, да? Обидно, обидно. Ну, кстати, ТБ я апать не буду. ТБ это такой чертило, что ну его в баню. Знаете, почему я так считаю? Потому что, смотрите. ТБ может свапнуть хп с моим мейн-керри, и я тогда буду сушить весла. Если он свапнет хпшку с моим мейн-керри, это будет огромная проблема. Так. Так, отлично. Небольшое усиление у меня есть. Это неплохо. Так, мне нужен один ведьмак. Ведьмак нужен, один ведьмак. Быстрее, ведьмак один нужен. Да ну ведь... Ведьмак, говорю. Ну, у меня 5 минут осталось, алло. Я пока буду керрить АЭМа. Я в АЭМа как-то больше верю, нежели в какого-то другого керри. Эти шмотки мне все не нужны. Вот маска, кстати, нужна. Тынь. Давай, АЭМ, я в тебя верю. Я так в жизни не верил, как сейчас верю. Но без ведьмаков, конечно, трудно. А давно я Дриаду Керри не видел. Боже, как все плохо. Вот ей-богу говорю, сейчас очень плохо все. Вот, спасибо. И темпларка. Ничего себе. Я поставлю пока лучше 4 ведьмака. Я в 4 ведьмака намного больше верю, нежели в какого-то другого персонажа. У меня будет сейчас чистый урон и множитель урона на 30%. На самом деле это слезы. Но керри сейчас с Веной я не могу. Я даже уровень взять не могу. Ну, посмотрим, что ж. Что ж, посмотрим. Надеюсь, все будет хорошо. Я надеюсь... Ну, тут вроде бы нежити нету. Никто ее не собирает, слава богу. Спасибо на это. Если была бы нежить, то, скорее всего, были бы проблемы. Ну, плюс у меня сейчас маска из 5-го тира, то у меня от хила должно хватать. Короче, должно быть все неплохо. Вот, я ману высасываю, сейчас взру. Так, тут убийцы. Опс. А, ну убийцы я еще порву как-то. Как я обожаю АЭМа. Ребят, собирайте АЭМа. Я вам говорю, АЭМ это просто пушечный персонаж. Так, яичко есть, окей. А уровень я взять снова не могу. Из-за того, что у меня есть яйцо. А яйцо скипнуть я тоже не могу. Я чего сбил винстрик там? Че, поиграл на своих персонажей? Поиграл, да? Отдыхай. Вот, кстати, сейчас посмотрите, насколько сильно Свена нерфанули. Я, кстати, как-то так сделаю расстановку, наверное. Хотя там все равно я стан получу от тех ребятишек. Ай-яй-яй-яй. Ну да, я, скорее всего, стан в любом случае получу либо от тех, либо от тех. Ну и Свен у меня еще в единицу слабый, еще и предметы не те, что надо. Был бы у меня... Мне надо БКБ, скорее всего. Скорее всего, мне понадобится БКБ. Вот гадалки не ходи, но БКБ мне понадобится, скорее всего. Ой-ой-ой. Ну вот видите, насколько урона мало. Я еще даже предметы не могу скипнуть.
Понимаете? Мне и БКБ понадобится, скорее всего, потому что там будет магический урон. Либо же, не знаю, мне надо МКБ. Вот сейчас такая грань. А, там еще и Горн поставил чел на убийцах. Ага. Не, ну я надеюсь, ты вылетишь раньше, чем против меня будет Горн. Надеюсь, что мне придет сейчас Свен. Надеюсь. Придет Свен? Ну вот смотрите, 465 урона у него сейчас. Если бы были бы старые демоны, точнее старые ведьмаки, у меня было бы там около 1500-2000 урона. Или 3000 даже урона в Свен в единицу. Но, знаете, я хотя бы вам покажу то, ну, что мало кто другой покажет. Вот и Башер тут есть, и Потрошитель. Но не мне. Да. Сказать, что мне шмотка это нужна, это то же самое, что ничего не сказать. Рискнуть попробовать найти другую шмотку. Я опасаюсь магов, но у меня есть антимаг против него. Вдруг чего, у меня есть антимаг. И хочется БКБ взять. Потому что... там есть контроль у людей. Если этот... Не знаю, ладно, посмотрим сейчас. Свен. Да. О, ну что, идите сюда, мои родные. Сейчас мы с вами поиграем в игру. Чпунь! Ну, 1000... Что? Что? И скажу я вам так, без бессмертия я здесь буду откисать, будь здоров. Чел с ником Черт нормально так сделал. Нормально так он сделал. Так, мне бессмертие надо и Мьёльнир. Все 3 нужных предмета. Но я возьму в приоритет Мьёльнир. Он дает скорость атаки, как-никак, а мне скорость атаки нужна, чтобы Свен дамажил. Мне Ганим нужен был, потому что у Свена будет тогда больше урона, и тогда он больше ваншотать будет. И криты мне нужны. Короче, все эти 3 предмета мне нужны были. Но я возьму лучше скорость атаки, потому что чем больше будет у Свена скорость атаки, тем более себя буду чувствовать надежно, и меня не ваншотнут хотя бы. Ну, то есть я смогу хотя бы больше тычек наносить, так как, ну, вы видели, сколько у Свена сейчас урона с руки. У него не 3-4 тысячи урона, как раньше. Вот у него в двойку, смотрите, сейчас сколько урона. Не, ну даже в двойку он сейчас опасен все равно. Нормально так он. Еще Свенчик пришел. Хорошо, что я Свена сейчас собирал. То есть хорошо, что я понял вот эту тонкую грань и собираю Свена. У чела, конечно, там 2 шмотки на возврат урона, это плохо. Для меня это плохо, понимаете? Ему отлично, мне плохо. Вот я, скорее всего, с ним 1 на 1 и останусь. У него раз шмотка, 2 шмотка. Но то, что у него там шмотки на броню, для меня это как-то не страшно. У меня ведьмаки. Мне вообще плевать на его, как бы, шмоточки такие. У него, конечно, еще 2 Свена пришло. Может... Но у него денег нет, поэтому он в драконов не перестроится. Я думаю, что он тоже бы хотел перестроиться в драконов плюс ведьмаков, но у него вряд ли это получится. Да, бессмертие мне понадобится. И БКБ, скорее всего, понадобится, так как мы видим, что... Это ладно. Мне нравится. Пока что мне все нравится. Так, вот эти 3 предмета... Не, ну, может быть, кстати... Или не может... Ну, один я скипну, один мне не нужен. Так.
Я возьму бессмертие, так как у чела там возвратка. Без возвратки он будет меня ваншот. Ну, то есть я сам себя ваншотну. А так с возвраткой, точнее с бессмертием я могу этого не опасаться. С бессмертием, то все, ему там пасочки будут. Звоните гробовщику, я выезжаю. Ой, что я сказал. Ой. Звоните в ритуальные услуги, я сейчас уезжаю. Оговорочка. Не буду говорить по Фрейду. Ну вот, смотрите, сейчас не будет. Эть, 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 эть. Как хорошо, что у меня есть бессмертие, да? Я, кстати, заметил, что у меня бессмертие не сработало, хотя у него есть две возвратки, типа... Это было неплохо, неплохо. Ну, в тройку Свена, это я, конечно, горячусь. Вряд ли у меня получится в тройку Свена собрать. Вряд ли от слова совсем. Но вот у меня сейчас 5 демонов. Я получаю 50% бонуса. И, соответственно, Свен юзает свою способность тоже от 50%. То есть, от 5 демонов. У него же на своем скилле написано, что он получает бонус. Вдруг кто не знает, то он получает бонус от того, как юзнет свою способность, от количества демонов у него на столе. Какой мне предмет сейчас объективно нужен был бы в Свена? МКБ. МКБ. Ну и в принципе все. В принципе все. Да, мне нужно МКБ, бессмертие у меня есть. В принципе, там у чувака есть щит, возвратка 5-го тира, но у меня есть бессмертие, поэтому в принципе более-менее все будет хорошо. Отличные предметы. Ну, БКБ... БКБ ладно, потому что там есть чел, который меня станет со старта. Если что, я это БКБ скипну. Хотя мне и Battle Fury тоже как бы не надо. Надеюсь, что им сейчас клинок тени не упадет, иначе я буду искать это МКБ 1000 лет. Ну, по закону подлости я это МКБ найду с последней шмотки, когда меня уже вынесут. По закону подлости. Я думаю, все знакомы с этим законом. Неплохо, Свена в двойку нашел. Ой-ой-ой. Какое же это противное кольцо. Знаете, почему это противное кольцо? Я не смогу юзнуть свой бонус от Свена. Он его еще и в Трента закинул. Единственное, что я могу его назад поставить, но... Ладно, сейчас посмотрим. Чпуньк, чпуньк. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, у нее темпларка какая, гляньте. Не смотрите, ее нет. Но у него были огромные шансы меня вынести. Спасибо тебе, чел, что ты его вынес. Ну что, подведем итог. Сейчас мы с тобой один на один разберемся, кто из нас будет сильнее. МКБ чел нашел, окей, но мне тоже нужно было бы МКБ. Вот объективно мне бы МКБ тоже найти, на всякий случай, на подстраховку. Отлично. Все, молодой. Так, вот это вот взлята Зеса я тебе... О, отлично ты расстановку сделал, я даже менять ничего не буду. Вот сюда поставлю. Все, у меня не достает огрой. Тык, тык. Тык, тык, тык. Красота. Аплодисменты. Где мои аплодисменты? Где мои аплодисменты? И еще раз я взял ферзя. Ай-яй-яй. Некрасивый Свен. Такой Свен мне нравится. Такой Свен мне нравится. Если бы это кольцо было возле Свена, я бы его, скорее всего, не вынес. Хотя у меня чистый урон, но я бы, скорее всего, равно его не вынес. Ну, тут вряд ли бы я его вынес. Но лучше перестраховаться немножко, нежели как бы потом сидеть на одном месте. Короче, что я хочу сказать. Свена довольно-таки сильно нерфанули. У него реально теперь не столько урона, соответственно, против него намного легче играть стало. У него не 6-7 тысяч урона, когда ты не можешь его уничтожить. Но, как мы видим, 2 возвратки хватает вот за глаза. И реально он мог меня выносить этими 2 возвратками, но я нашел бессмертие. Поэтому мне, соответственно, стало намного проще играть.
Короче, что думаете вы? Пишем, соответственно, в комментариях. И если ролик понравился, не забывайте оставить свой лайк, комментарий, а также подписаться на мои каналы. Ссылка на мой телеграм-канал закреплена в комментариях. Все мы об этом знаем и помним, там у нас чат комьюнити. Всем огромное спасибо за просмотр, всем удачи!